Смарт-часы с большим AMOLED-экраном, приятным дизайном, качественными материалами, длительным временем автономной работы, возможностью отвечать на вызовы с заготовками и даже разговаривать через сами часы, встроенной GPS-навигацией, большим количеством всевозможных настроек и помощников для тренировок, что способствует удобному мониторингу вашего здоровья. Ко всему этому они умеют перманентно измерять пульс, кислород в крови и уровень стресса, а также мониторить сон. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Huawei Watch Fit 2. Как же на самом деле дела обстоят с этими часами, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем тестировать умные часы. Ну, если можно так сказать, смарт-вотч, фитнес-часы Huawei Fit 2. Они вышли и на нашем рынке тоже, так что считайте, что официально Huawei никуда не уходил. Расскажите тем, кто телекоммуникационное оборудование, правда, у них покупает. Ну ладно, это лирика. Диагональ у экрана 1,74 дюйма. Bluetooth звонки поддерживаются. Это значит, что симки здесь нельзя запихивать. Сон. Можно с них управлять музыкой. Я не думаю, что Independent Music Playback. Будем надеяться, что туда, кстати, можно, да, запихать музыку. Если реально можно заливать сюда и подключать Bluetooth. Ну, прям круть. Прогресс. И 97 режимов для спорта. Скорее, возможно, их даже станет больше. Как это дело выглядит? Ремешок стандартен. Ничего нового вы сюда не запихаете. Почему? Потому что это хуавеевский ремешок со спецкреплениями. Экран с рамками, но не огромными. Кнопка механическая, за что плюс. Кабель, скорее всего, стандартный для них. Да, стандартный, магнитный. Не пытаются они как Apple Watch делать, ну и ладно. Это их путь. Пусть делают дешевле, но по функционалу не особо уступающим. Разумеется, здесь есть даже, получается, у меня русский язык. То есть я выбираю русский, и он предлагает сопряжение. Висеть может. Взвешиваем. Вес 40 граммов, 33 миллиметра. Ширина, высота 46, толщина 12,5 миллиметра. Расскажу, покажу, как это дело выглядит. В целом, ремешок мне нравится. Химией ничего не пахнет. Все simply clever, как говорится. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрываю сейчас еще 2 смарта, условия в описании, как и ссылки на их обзоры. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал с примерами фото и видео различных девайсов и Twitch, в котором я гоняю данные девайсы на автономность. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-браслету. Полетели. Поставляется Huawei Watch Fit 2 в двух видах. Это вариант Актив с черной, розовой и голубой расцветкой и версия Classic с серой, белой расцветкой. На Алиэкспрессе расцветок самих ремешков куда больше, так что есть с чего выбирать. Я приобрел версию Актив в классическом черном цвете. Дизайн привлекательный, но выглядят они, как и многие другие носимые устройства. Ничего примечательного нет по большей части. Все как у всех. На мужской руке, как и на женской, смарт-часы смотрятся хорошо. Ремешок быстросъемный, и в версии Актив он выполнен из силикона, а в версии Classic ремешок кожаный. Корпус смарт-часов выполнен из полимерных материалов. Сборка меня порадовала, как и материалы. При носке Fit 2 не ощущается, спать в них комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, динамик, микрофон, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту 9-осевой датчик EMU, в который входит акселерометр, гироскоп и геомагнитный датчик. А также есть оптический пульсометр. Fit 2 можно измерять помимо пульса также кислород в крови, наш любимый SPO2, мониторить сон и уровень стресса. Пульсу воздуха, колбасы и всего подобного, как и кислород, в крови не нащупывают. Пульс измеряется в ручном режиме или авторежиме, как и SPO2, то есть кислород мы измеряем перманентно, за что отдельное спасибо. Мониторинг сна и уровня стресса также работают в перманентном режиме. На руке измерения меня порадовали, погрешность минимальная, и только в случае, если браслет неправильно надет или датчиком что-либо мешает, тогда не очень все хорошо. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна. Также на корпусе есть физический
магическая кнопка, она отвечает за переход к меню и возврат, и переназначить команду на данный момент нельзя, может с прошивками допилят. Летим дальше. С фронтальной части находится закругленный AMOLED-дисплей на 1,74 дюйма с разрешением 336 на 480 пикселей. Полезная площадь экрана 72,2%. Плотность пикселей 336 ppi, рамки практически незаметны, а подбородка нет, за что отдельный плюс. Картинка четкая и насыщенная, для данного устройства она прям очень хорошая. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно, даже на этой вот полусырой и недавней прошивке. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает и вглядываться не приходится. Автояркость на борту и работает она корректно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт хороший, как и перевод. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, а время функции постоянно включенный экран максимум 20 минут. Полноценный Always On дисплей на борту и стиль Always On дисплей зависит от циферблата. Данную фишку мы уже встречали в Xiaomi Band 7, а в Huawei Band 7 такого не было, что странно. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, но при включенном Always On дисплее экран не загорается при поднятии. Установить пароль на смарт-часы возможность есть с автоблокировкой часов, если они не надеты. Как и включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо Huawei Assistant Today, справа налево виджеты, которые можно настроить под себя. Меню небольшое, из интересного это тренировки, индекс бега, пульс, СПО2, активность, сон, стресс, дыхательные тренировки. Журнал вызовов, контакты, музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки, регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне и даже воспроизводить музыку, загруженную через приложение. Далее есть компас, уведомления, погода, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме, будильник, который можно установить прямо с часов, фонарик, поиск телефона, Petal Maps и настройки. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 почти самый последний. Связь с устройством, с которым они в паре, держат стабильно. Уведомление об отключении Fit 2 срабатывает корректно, что хорошо. Подключить Bluetooth наушники возможность есть, а вот нагрудный датчик не подключить. Операционная система Harmony OS версии 2.1. Сколько выделенной внутренней памяти я вам не скажу, так как данной информации я не нашел. Тренировок на борту 97 режимов, на данный момент скорее всего будет потом еще больше. Отслеживание плаваний есть, как и определение активности. Fit 2 может определить ходьбу, бег, эллипс и грибной тренажер автоматически. GPS на борту, местоположение смарт-браслет определяет довольно быстро, около 5-8 секунд. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, включить разминку, воспользоваться навигацией, вернуться, включить обратный маршрут или вернуться к исходной точке по прямой. Также в настройках тренировок есть курсы бега, которых в стоке 13 видов, а через приложение можно загружать свои курсы, как и планы тренировок. Помимо перечисленного, также мы имеем для бега режимы сплита, интервальную тренировку, бег с АИ и загрузка маршрута. Повторяюсь, что очень удобно. Только все полезные фишки, по всей видимости, работают только со смартфонами Huawei. В целом, настроек для тренировок в данной модели достаточно, за что огромное спасибо производителю. При входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свой быстрый ответ. Разговаривать через часы возможность есть. Микрофон отрабатывает хорошо. Разумеется, в шумных местах через часы не поговоришь. Динамик звучит четко и громкости достаточно. Вибромоторчик хороший, силу вибраций настроить можно. Уведомления же приходят моментально. Отвечать на них можно заготовками или смайлами. Иконки приложения отображаются, а смайлики не все, что, конечно, расстраивает. Далее, производитель не указал емкость аккумулятора. По неофициальным данным, емкость аккумулятора 290 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья они проживут не более 6 суток. И это достойный результат. Быстрая зарядка на борту и 5 минут подзарядки даст день автономной работы. Разумеется, не в особо интенсивном использовании смарт-часов. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер. Разумеется, я их окунул в воду, по итогу с ними ничего не произошло. Функционал остался рабочим, и внешний браслет никак не пострадал. И это говорит о том, что с ними можно плавать, принимать душ. Но в сауну, повторяюсь, я не советую с такими устройствами ходить. Вы можете мне 1000 комментариев написать, что у меня с Mi Band, Huawei Band и умными часами ничего не произошло. На это гарантия не распространяется. Можете хоть на Марс лететь в них. Летим дальше. Приложение стандартное для Huawei, а именно здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Бесплатных циферблатов достаточно. Любую фотографию установить возможность имеется. Как и воспользоваться персонализированным watchface. Далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery с небольшим количеством приложений, что тоже неплохо, настройка
уведомлений, будильника, погоды, добавления контактов и быстрых ответов. Также есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth и активацию при поднятии запястья. Обновить прошивку приложений можно, и мне обновления уже прилетали. Минусы: малое время для подсветки экрана, нет NFC, хоть и в Classic версии он есть, думаю, будет нам бесполезен. Не отображаются смайлики, с включенным AOD экран при поднятии запястья не загорается, что действительно является таким очуменным минусом на данный момент. Опять же, может быть, когда вы увидите этот ролик, это дело допилят. А также большой минус заключается в том, что некоторые функции недоступны, если использовать данные часы со смартфонами не Huawei. У меня есть хуавеевские смарты, но я целенаправленно с ними не тестю их устройства, кроме наушников. Наушники, конечно, нужно слушать с ними. Хотят делать для всех, пусть делают для всех, как Xiaomi. Странно, я Xiaomi в пример ставлю, ну ладно. Цену по ссылке в описании к видео можете посмотреть сами. Иногда в ритейле в российском можно купить дешевле, поэтому я добавляю две ссылки на русские магазины и на Али. Если промокоды смотрите также в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи, телегу с фоточками, потому что мне кажется, это вообще веселая штука. Вы просто вбиваете хэштег того смартфона, который вам интересен, и видите, какие фотографии люди умудрились на него сделать. Резюмирую, Huawei Watch 2 как смарт-часы мне лично очень понравились своим функционалом и дизайном совместно с качеством материалов. Но если у вас смартфон не марки Huawei, то я не думаю, что это лучший выбор. Несмотря на это, Huawei сделала отличное носимое устройство. Они в аксессуарах просто топ, чего стоит только их Huawei FreeBuds 5i с поддержкой кодека LDAC за просто нереальный ценник. Я считаю, что это лучшие наушники на рынке среди всех по звуку, если вы используете кодек высокой четкости. До $100. Девайс, да, подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзоры. Всем, кто оставил коммент без мата, хамства и рекламы, огромное спасибо, вы помогаете каналу. Добра и удачи вам, дорогие друзья!